Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, потому что узоров очень много, чтобы не запутаться. Они собраны в небольшие коллекции для вашего удобства. Так что заглядывайте в плейлисты. Надеюсь, видео вам понравится, и вы поставите лайки, оставите свои комментарии. Обязательно подписывайтесь, чтобы не потерять канал, и нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда выйдет новое видео. А своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, ребята, девчата, огромнейший вам привет. Разные города, разные страны. Это настолько здорово. Все увлечены одной общей идеей. Супер. Столько энергии, столько приятных слов, столько вдохновения. Вы моя большая группа поддержки. Не устаю говорить это каждое видео. Спасибо вам огромное. Я к вам с новым узорчиком. Ниточки у нас уже такие были, да, но новички, кто не знает, смотрите. Это Alizen Gora Gold Simli. Палитра у них очень большая, широкая, поэтому на любой вкус и цвет вы найдете для себя ниточку. Смотрите, в 100 граммах здесь находится 500 метров. Что за ниточка? Это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Видите, как она переливается? Это вот металлик добавлен. И опять же говорю, на картинке, да, вот на самой, получается, упаковке нарисовано, наверное, это шаль, возможно, это палантин. То есть сразу же показано, что это шикарная ниточка именно для шали, для палантинов. Также она применяется в других изделиях, но сам факт, да. Итак, смотрите, нам говорит производитель, берите крючок. Сейчас найдем, посмотрим. От двоечки до четверочки. Если поплотнее хотите вязание, берите поменьше крючок. Если более воздушное рыхлое, берите побольше крючок. Я вяжу вот троечкой, своей рабочей лошадкой. Мне нравится, меня устраивает. То есть вы, естественно, подбираете, так скажем, эмпирически для себя. То есть нет какого-то одного закона, вот только этим и так. Нет. Вы творец, вы дизайнер, как хотите, так и делайте. Ну что, приступим? Я хочу вам сегодня показать узорчик. Узорчик, девчата, делаю акцент на том, что узорчик для палантина, так, потому что непосредственно сам палантин, да, мне на данный момент не нужен. Если, так скажем, мне понадобится, естественно, я же свяжу, скажем, палантин большего размера. Но обязательно же покажу в Инстаграме. Но пока это будет узорчик, так что, если что, как бы, это узорчик. Итак, меньше слов, больше дела. Я делаю образцы на своем канале небольшие, в пределах 30 петелек. Но у нас ниточка вот такая тоненькая, поэтому сделаем мы с вами немножко сегодня побольше образец. Сам раппорт узора равняется 25 петелькам, и поэтому мы наберем 2 раппорта, это будет 50 петелек. Хорошо? Новички, смотрите, ниточка классная, ниточка здоровская. Видите, но она состоит из нескольких ниточек, и плюс еще вот эта вот металлическая, да? Поэтому, когда вы вяжете, может цепляться, может зацепляться, ничего страшного. Но вяжите аккуратно, потому что, если вдруг ошибетесь, начнете распутывать, распутать можно, но будет очень долго. Угу. Так, чтобы не забыть, девчата, ребята, когда вы спрашиваете, что за цвет, вот такой вот нежно-розовый, это, сейчас сфокусируется, 363. Угу. Вот, так что спрашивайте в своих магазинах, 363. Итак, поехали. Вначале мы делаем петельку фиксации, все как обычно, ничего сложного. А теперь с вами набираем 50 воздушных петель. Угу, договорились? Давайте. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Вот наш будущий образец. Я думаю, что я уложусь, покажу все прелести данного узорчика, и вы поймете, какая будет красота. А теперь нам необходимо будет сделать 3 петельки подъема. Вяжем. Раз, два, три. Далее отсчитываем пятую петельку от крючка. Раз, два, три, 4, 5. И в пятую петельку делаем накид, вводим крючок вот в эту петельку, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Так. Итого у нас получается, смотрите, вот эти 3 петельки подъема — это имитация столбика с накидом. И еще один столбик с накидом. То есть это у нас получается уже 2 столбика. Вы пока просто повторяйте. Угу. Дальше в следующую петельку опять также делаем накид. Нырнули в петельку цепочки, вытянули ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки. Следующий точно так же накид, нырнули, вытянули, 2 петельки, 2 петельки, накид, нырнули, вытянули,
2 петельки, 2 петельки. Это все называется столбики с накидом. Так? Наша с вами задача первый ряд провязать полностью столбиками с накидом. Понятно? Вот. Поэтому, новички, отрабатываем правильно, как провязать столбик с накидом. Опытные мастерицы провязывают, приступают дальше к узорчику. И аккуратненько, да, вы помните, что первый ряд набирается всегда медленнее. Поэтому не переживайте. Самое главное, аккуратно наберите в каждую косичку, в каждую петельку, вводите крючок, вытягиваете ниточку и провязывайте по 2 петельки. Все, давайте аккуратненько, медитативно, дошли до конца ряда, а в конце ряда я вас уже встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, я надеюсь, у вас красота получилась. Все ровненько, аккуратненько. Если вы точно так же, как и я, набирали 50 воздушных петелек, то у вас должно здесь получиться 50, естественно, столбиков с накидом, да? Так, все верно. Итак, теперь будем приступать непосредственно к самому узорчику. Схему узорчика я предлагаю здесь, так, непосредственно в видео. А также схему узорчика я размещу в Инстаграме, продублирую обязательно. То есть вы можете нажимать на паузу здесь, сделать скриншот экрана, да, если умеете. Либо вы можете взять в Инстаграме, да, схемку, сохранить себе. Схемка ходит в интернете, да, в общем доступе. Автора я не знаю, автор найдется, обязательно подпишем. Договорились? Все, приступаем. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Следующие, получается, 3 столбика. Мы должны провязать столбиками с накидом. Тут ничего сложного. 1 столбик с накидом. Следующую верхушку 2 столбик с накидом. И следующую верхушку 3 столбик с накидом. По итогу у нас с вами получается 4 столбика, да? Потому что первые 3 петельки подъема это и есть столбик. То есть имитация столбика. 1, 2, 3, 4. Идем дальше. 2 воздушные петельки. И непосредственно в первом ряду пропускаем 2 столбика. 1, 2. В третий столбик мы провязываем столбик с накидом. И провязываем еще 4 так вот столбика с накидом, чтобы по итогу у нас получилось 5. Понятно, да? 1, 2. Далее идет 3, 4, 5. Есть. 5 столбиков есть. Дальше мы делаем одну воздушную петлю. Так. Один столбик, естественно, пропускаем в нижестоящем ряду. И во второй столбик мы провязываем 3 столбика с накидом, но именно в одну верхушку. Смотрите, то есть у нас получится такой веерочек или лапка, назовем его. 1 столбик с накидом. Сюда же 2 столбик с накидом. И сюда же 3 столбик с накидом. Угу, есть. Далее опять 1 воздушная петля. Точно так же пропускаем 1 столбик снизу, да, и со следующего столбика провязываем 5 столбиков с накидом. 1 столбик с накидом, следующий столбик 2 столбик с накидом, следующий 3 столбик с накидом, следующий 4 столбик с накидом и последний 5 столбик с накидом. Угу. Получается? Я надеюсь, что получается. Идем дальше. Опять делаем 2 воздушные петельки. 1, 2. А здесь, получается, снизу пропускаем 2 столбика. 1, 2. Из третьего столбика мы с вами провязываем 8 столбиков с накидом. Понятно? По порядку, несложно. То есть мы, получается, первые 4 столбика мы заканчиваем раппорт, а следующие 4 столбика, вот этих 8, начинаем новый раппорт. Понятно? 1, 2, 3, 4. И вот на этом получается, да, наш раппорт вот этот вот заканчивается. Он начинается с 4 столбиков, потом 5 столбиков, потом вот такая вот веерочек, потом 5 столбиков и получается 4 столбика. Так вот, тут же продолжаем сразу же вязать еще 4 столбика, это начинается новый раппорт, то есть повторение. По итогу получается у вас здесь будет 8 столбиков с накидом. Поняли, да? Если что, смотрите схемку, если что, перематывайте чуть-чуть назад, чтобы все было понятно. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Есть. И дальше точно так же, как мы провязывали с вами здесь. Получается 2 воздушные петельки. 1, 2. А здесь получается 2 столбика пропускаем снизу. 1, 2. И в третий столбик мы с вами провязываем столбик с накидом. Так. И еще таких же 4 столбика. Чтобы у нас по итогу получилось их 5. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Есть. Дальше делаем одну воздушную петельку, 1 столбик снизу пропускаем. И в следующий, получается, столбик провязываем веерочек, состоящий из 3 столбиков с накидом. 1,
2, 3. То есть уже повторение, поняли, да? Поэтому я как бы чуть-чуть ускорилась. Один столбик мы пропускаем, да? Сверху получается одна воздушная петелька. И во второй столбик мы провязываем, со второго столбика, да? Мы провязываем 5 столбиков с накидом. Сейчас ниточку вытянем. Раз столбик. Следующий 2 столбик. 3 столбик. 4 столбик. 5 столбик. Угу. Видите, да? И получается, заканчиваем наше вязание. Это получается 2 воздушные петельки провязали, 2 столбика снизу пропустили и оставшиеся 4 столбика провязываем столбиками с накидом. Все, ничего сложного. То есть как начали, так и закончили. Раз, 2, 3. И вот в третью петельку подъема, самую третью, ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик с накидом. Начинает потихонечку появляться красота. Пока непонятно, но красота. Приступаем к следующему ряду. Делаем с вами 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. И здесь по узорчику нам необходимо сделать одну воздушную петельку. То есть по итогу мы здесь с вами набрали 4 воздушные петли. Так. Дальше. Следующие 4 столбика. Мы вот должны повторять с вами вот этот узорчик, потом увидите по схемке, да, будет у нас подниматься. То есть мы, получается, провязываем первый столбик сюда же, в этот же столбик, откуда 3 петельки подъема были. Так. И следующие 3 столбика, верхушки 3 столбиков. То есть здесь ничего сложного. Раз, 2 и 3. Понятно, да? То есть как бы вот такая вот рогаточка и остальные 4 столбика. Идем дальше. 2 воздушные петельки. А теперь внимательно смотрите. Вот наши столбики стоят, да? Вот мы начинаем с первого столбика. Сделали накид, вытянули ниточку, провязали один раз. Стоп. Остановились. Накид. В следующий столбик ввели верхушечку ниточку, вытянули петельку, провязали только один раз. Стоп. А теперь все вместе провязали. Раз. Угу. То есть у нас получается 2 столбика, провязанные вместе, то есть они имеют одну общую верхушку. Так, идем дальше. Следующий столбик провязали просто обычный столбик. Столбик с накидом. И следующие 2 столбика провязываем точно так же, как вот эти столбики. То есть мы их будем провязывать вместе. Стоп. Накид. Ввели крючок в верхушку. Вытянули ниточку. Провязали один разик. Стоп. И теперь все вместе провязали. Понятно? То есть у нас, получается, было 5 столбиков, а по итогу по верхушкам стало 3. Угу. Обязательно попробуйте, порепетируйте, у вас получится. Дальше делаем 2 воздушные петельки. А теперь смотрите, какая особенность. Вот в этом веерочке, да, мы будем этот веерочек как бы расширять. То есть в первом столбике, за верхушку первого столбика, мы будем провязывать 2 столбика. Раз. И сюда же 2. Средний столбик провязываем обычно, средний столбик, да, то есть без прибавок, без убавок. И третий столбик, самый крайний, точно так же провязываем 2 столбика. Раз столбик, и отсюда же, вот сюда, да, второй столбик. Понятно? То есть получается у нас в одном ряду, в одном месте убавляется, в другом месте прибавляется. Вы потом, когда увидите, как это что получилось, скажете: красота. Пока просто повторяйте. Итак, дальше провязываем опять 2 воздушные петли. Раз, 2. И вот эти 5 столбиков будем убавлять. То есть первые 2 столбика провязываем вместе, точно так же. Раз, провязали один раз, стоп, остановились, накид. Второй столбик точно так же провязали один раз, остановились. Теперь все вместе провязали. Средний столбик провязываем одним столбиком обычным. И 2 последних столбика точно так же провязываем вместе. Стоп, накид, провязали, стоп. И теперь 3 вместе провязали. Как бы сузили, да, нашу верхушечку формируем. Все, дальше у нас идут 2 воздушные петельки. И мы провязываем вот эти вот первые 4 столбика обычно как 4 столбика с накидом. Раз, 2, 3, 4. Все, наш раппорт закончился. Так, но вы здесь помните, мы здесь делали воздушную петельку, да, в самом начале. Поэтому будем здесь делать точно так же. Одна воздушная петля, и затем оставшиеся 4 столбика мы провязываем тоже обычно столбиками с накидом. Раз, 2, то есть уже начинается второй раппорт, поняли, да? 3, 4.
Вот, все. Теперь мы вот эти вот столбики мы повторили вот за самыми нашими первыми. Понятно? Давайте до конца ряда вы провяжете самостоятельно. Вот точно так же, как мы провязывали здесь. 4 столбика, 2 воздушные петельки, потом 2 столбика вместе, 1 столбик, 2 столбика вместе. Да? Дальше провязываем воздушные петельки, потом наоборот расширяем. Да? У нас было 3 столбика, стало 5. И точно так же воздушные петельки сузили, да? Верхушечку формируем воздушные петельки и заканчиваем столбиками. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Все то же самое. То есть начало ряда, во вторую половину ряда точно так же провязывайте. Давайте. Так, я уверена, что у вас получилось. Вы провязали все точно так же, как первую половину. 4 столбика, 2 воздушные петельки, убавили, 2 воздушные петельки прибавили, 2 воздушные петельки убавили, 2 воздушные петельки, 4 столбика. И заканчиваем точно так же, как начали. То есть воздушная петля и столбик с накидом. Итак, воздушная петля и сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик с накидом. Все, есть. Дальше делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3, поворот. Здесь у нас получается, да, была одна воздушная петелька. Дальше по узорчику, естественно, у нас будет расти наши петельки, значит, будет 2 петельки. 1, 2. Так. Теперь смотрите, точно так же у нас здесь получается 4 столбика с накидом. Видите? 1, 2, 3, 4. Мы их так и провязываем. То есть здесь ничего не изменно. 1, следующий столбик 2, следующий столбик 3, следующий столбик 4. Угу. Угу. Дальше по узорчику у нас 2 воздушные петельки. 1, 2. И помните, мы здесь с вами убавляли, да, делали убавочки. У нас здесь получается 3 верхушки. Получилось. Теперь мы эти 3 верхушки провязываем точно так же вместе. Итак, первую верхушку, да, сделали один раз, провязали 2 петельки, стоп. Во вторую верхушку один раз провязали, стоп. И накид в третью верхушку один раз провязали, стоп. Теперь у вас на крючке 4 петельки. Вот их все вместе провязали и зафиксировали. Все, видите? У нас как бы такой треугольничек вырос. Угу. Дальше идем. 2 воздушные петельки. 1, 2. А вот здесь у нас образовалось, получается, от 3 столбиков, да, 5 столбиков. Вот мы их и провязываем, как обычные 5 столбиков. 1 столбик за верхушку. Накид. 2 столбик за верхушку. Накид. 3 столбик за верхушку. Накид. 4 столбик за верхушку. Накид. 5 столбик за верхушку. Угу. Видите? Тут полосочка уходит влево. Тут образовался треугольничек. Тут у нас получается такой вот, наоборот, треугольничек вырос. Угу. И сделали 5 столбиков с накидом. Идем дальше. Опять 2 воздушные петельки. 1, 2. Тут точно так же. 3 верхушки наших столбиков провязываем вместе. 1, 2, 3. И когда 4 петельки на крючке, мы провязываем их вместе. Провязали, зафиксировали. Красота, красота. Идем дальше. 2 воздушные петельки. 1, 2. И следующие 4 столбика, которые до воздушной петли, да, вот эти 4 столбика мы провязываем столбиками. Несложно. 1 столбик с накидом. 2 столбик с накидом. 3 столбик с накидом. 4 столбик с накидом. А здесь, получается, у нас была одна воздушная петелька. Вспоминаем, да, как мы в самом начале делали. Значит, здесь у нас будет с вами не одна воздушная петелька, а мы здесь с вами сделаем, получается, 2 воздушные петельки. 1, 2. Затем у нас должен быть в центр нашей вот этой арочки столбик с накидом. Угу. И опять 2 воздушные петельки. И переключаемся вот на эти наши 4 столбика. И провязываем 4 столбика. То есть мы, получается, наши вот эти вот как бы полосочки разъединяем друг от друга, да? 1, 2, 3 и 4 столбика с накидом. Понятно? Вот такая красота. Все. А дальше получается повторение. Опять 2 воздушные петельки, 3, получается, верхушки вместе провязали. 2 воздушные петельки, 5 столбиков обычных. 2 воздушные петельки, 3, получается, верхушки вместе провязали. 2 воздушные петельки. Здесь провязали 4 столбика. Да, будет 2 воздушные петли и столбик. Но здесь я вас встречу. Договорились? Итак, вторую половину вот этого ряда провязывайте самостоятельно, точно так же, как мы провязывали здесь. У вас получится, ничего сложного. Давайте.
Так, смотрите, какая у нас вырисовывается красота. Провязали самостоятельно, да? Закончили треугольнички наши. Так, 2 воздушные петельки, 4 столбика. И заканчиваем точно так же, как и начинали. 2 воздушные петельки. Раз, два. Помним, что мы здесь провязывали 3 воздушные петли и воздушную петлю узорчика. Так вот, воздушную петельку одну пропускаем. И в следующую петельку, это будет третья петля подъема, провязываем столбик с накидом. Есть. Все. Ряд закончен. Красота. Что делаем дальше? Дальше мы с вами делаем опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И здесь мы с вами делаем 2 воздушные петли узора. Раз, два. Перепрыгиваем, переключаемся сразу же на 4 столбика и провязываем их обычно 4 столбиками. То есть здесь не меняется. Раз, два, три, 4. А теперь смотрите. Делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. А на верхушку вот этого треугольничка, да, который мы сделали, 3 столбика с одной вершины, вот в эту вершину ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Есть. 2 воздушные петельки. Переключаемся на 5 столбиков, там где 5 столбиков, и провязываем 5 столбиков с накидом. Раз, два, три, 4, 5. Опять делаем 2 воздушные петельки и направляемся к нашему треугольничку. Раз, два. За верхушку треугольничка взялись, вытянули ниточку, провязали столбиком без накида. 2 воздушные петельки. Раз, два. И следующие 4 столбика провязываем как 4 столбика с накидом. То есть тут тоже без изменений. Раз, два, три и 4. Так. Теперь мы подошли непосредственно к центру нашего раппорта. Здесь, получается, мы делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. А вот за верхушку, да, вот это здесь был, получается, 1 столбик. Мы в верхушку вводим крючок и мы провязываем 1 столбик с накидом и 2 столбик с накидом. Понятно? То есть вот такая вот особенность. Закончился первый раппорт. Начинается второй. Точно так же. 2 воздушные петельки, 4 столбика провязываем как 4 столбика. Так? То есть здесь вы справитесь самостоятельно. 4 столбика провязали. Далее 2 воздушные петельки, столбик без накида. 2 воздушные петельки, 5 столбиков с накидом. 2 воздушные петельки, столбик без накида в верхушку треугольничка. 2 воздушные петельки, 4 столбика. А здесь я вас встречу. Договорились? То есть вы повторяете все то же самое, что мы только что с вами провязали во второй половине ряда. Давайте, у вас получится. Итак, я надеюсь, у вас получилось. Да? Не забыли верхушечки провязать столбиками без накида. Итак, последние 4 столбика провязали. И смотрите, заканчиваем точно так же, как и начинали. 2 воздушные петельки. Так. Тут, помните, у нас тоже было, да, 2 воздушные петельки и 3 петельки подъема. Так вот, в третью петельку подъема ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Все. Наш ряд закончен. Идем дальше растить нашу красоту. 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь смотрите. Нам здесь необходимо будет с вами начать новый как бы лепесточек, да, будем начинать. Поэтому накид и сюда же мы провязываем столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петли. Следующие 4 столбика мы провязываем неизменно, как есть 4 столбика с накидом. Раз, два, три, 4. А вот теперь будьте внимательны. Смотрите, мы с вами, получается, закрыли наш треугольничек, делаем 2 воздушные петли и пропускаем все, что связано с этим треугольничком, сразу же к 5 столбикам. И провязываем 5 наших столбиков с накидом. Понятно, да? Перепрыгнули. Раз, два, три, 4 и 5. 5 столбиков, 5 столбиков. 2 воздушные петельки. Опять все вот это перепрыгиваем, да? И перескакиваем сразу же на следующие 4 столбика. Все, и провязываем 4 столбика. Раз, два, три и 4. Так, теперь переходим, так скажем, к концу нашего раппорта. Начали, тут мы заканчиваем. Итак, смотрим. 2 воздушные петельки. И вот у нас с вами здесь было 2 столбика с накидом. Так, поэтому смотрите, как провязываем.
За первый столбик мы провязываем столбик с накидом 1, а вот за второй столбик мы провязываем 2 столбика с накидом. И у нас здесь получается с вами, что вот лепесточек наш новый, да, начинает расти. Был 1 столбик, теперь 2 и 3. Угу. Все, а дальше 2 опять воздушные петельки, и вы начинаете как бы провязывать второй раппорт точно так же, как мы с вами провязывали. То есть повторение. 4 столбика с накидом, перепрыгиваем треугольник, да, 5 столбиков с накидом, перепрыгиваем треугольник, 4 столбика с накидом, а здесь я вас встречу. Угу. Ваша задача повторить первую часть, перенести на вторую часть. Давайте. Так, я надеюсь, у вас получилось. Не забыли перепрыгнуть. Так, провязали последние 4 столбика и заканчиваем точно так же, как и начинали. 2 воздушные петельки. Здесь 2 воздушные петельки пропускаем. Раз, два. И в третью петельку подъема мы должны будем с вами провязать здесь в данном случае 2 столбика с накидом. Угу, помните? Так, 2 столбика с накидом. Все, ряд закончен. Красота растет. Идем дальше. 3 воздушные петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И получается, за первый столбик, да, за первый столбик мы провязали вот эту вот имитацию столбика. За второй столбик мы должны будем с вами провязать 2 столбика с накидом. То есть у нас тоже здесь будут листочки расти. 2 столбика с накидом. Далее 2 воздушные петельки. И опять наши любимые 4 столбика с накидом. Провязываем их 4 столбиками с накидом. Раз, два, три, 4. Угу. И дальше мы с вами провязываем опять 2 воздушные петли. Раз, два. А здесь, смотрите, тут получается, у нас вот мы провязали с вами вот такую вот длинную, как бы, что-то наподобие треугольника. Теперь мы должны его с вами закрыть, то есть начинать убавлять. То есть мы с вами здесь его расширяли, теперь будем убавлять. Итак, столбик провязали не полностью. Раз. Второй столбик провязали не полностью. 2. И когда 3 петельки на крючке, провязали их вместе. Следующий центральный столбик провязываем один самостоятельно. И последние 2 столбика точно так же провязываем вместе. То есть у них будет одна общая верхушка. Есть. Понятно? То есть начинаем убавлять. Итак, дальше. 2 воздушные петли. Следующие 4 столбика с накидом провязываем обычными столбиками с накидом. В количестве 4 штук. Раз, два, 3, 4. Есть. Теперь переходим непосредственно к нашему вот этому центральному лепесточку. 2 воздушные петли. И смотрите, тут получается мы за первый столбик беремся и провязываем 2 столбика с накидом. Раз, два. Центральный столбик провязываем одним столбиком. И последний, третий столбик точно провязываем точно так же, как 2 столбика. Раз, и сюда же 2. То есть у нас получается лепесточек вот этот растет, да? Был 1 столбик, 2, 3, теперь уже 5. Понятно? Все, дальше 2 воздушные петельки и опять перебираемся ко второй половинке, да, ко второму раппорту. То есть мы здесь провязываем с вами 4 столбика с накидом, без изменений. Угу. Смотрим. Дальше 2 воздушные петельки и вот эти наши 5 столбиков будем убавлять. То есть 2 вместе провязали, 1 как 1 провязали, 2 вместе провязали. 2 воздушные петельки, 4 столбика, и здесь я вас встречаю. Угу. Давайте. Чуть-чуть осталось, сами справитесь. Итак, смотрите, вот такая красота получается. Надеюсь, у вас все вышло. 4 столбика, да, 2 воздушные петельки. Здесь, получается, по крайние столбики по 2 провязали, центральный 1. 2 воздушные петельки, 4 столбика, 2 воздушные петельки. И закончили мы точно так же, как и начинали. Помните? У нас был 3 петельки подъема и следующий столбик 2 столбика. Здесь зеркально наоборот. Вначале мы провязываем за верхушку первого столбика 2 столбика, а за 3 петельки подъема 1 столбик. Все. Приступаем к следующему ряду. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот. И получается у нас вот здесь 3 столбика были, да? В нижнем ряду. Получается здесь за верхушку первого столбика это имитация одного столбика. Дальше за второй столбик мы провязываем 1 столбик. И за третий столбик мы провязываем еще 2 столбика с накидом. То есть мы, получается, должны с вами немножечко вырастить наш листочек, да, который будет. Итак, аккуратненько раз столбик. И сюда же 2 столбика. Есть. Все, 4 столбика, понятно. Дальше 2 воздушные петельки. И провязываем наши 4 столбика. Уже знаем, да, как 4 столбика с накидом.
Раз, два, три, четыре. А теперь вот будьте внимательны. Нам здесь необходимо сейчас закрыть верхушечки наших вот этих вот уже, получается, 3 верхушки, да, из 5 столбиков 3 верхушки. Перед этим мы делаем одну воздушную петлю. Все время здесь было 2, а здесь одна. Идем дальше. За верхушку первого взялись, провязали, стоп. За верхушку второго взялись, провязали, стоп. И за верхушку третьего взялись, провязали, стоп. То есть 3 неполных столбика с накидом, а теперь их все вместе провязали и зафиксировали. Одна воздушная петелька, одна. Здесь было тоже также 2, одна. И остальные наши 4 столбика. Раз столбик, 2 столбик, 3 столбик и 4. Понятно, что все столбики с накидом, да? Вот, видите? Как бы наш вот этот лепесточек, он закрылся. То есть вначале он открывался, а теперь он закрылся. Понятно? Все. Теперь опять делаем 2 воздушные петельки. Здесь у нас 2 петельки сохраняются. И точно так же делаем. За первый столбик мы провязываем здесь 2 столбика с накидом. Расширяем еще наши листочки. Второй, третий, четвертый, да, раз, два, три. Следующие 3 столбика провязываем по одному. Раз, два, три. Провязали. И остается последний столбик, мы его провязываем точно так же, как 2 столбика. Раз и 2. То есть у нас листочек растет. Был 1 столбик, 2 столбика, 3 столбика, 5 столбиков, 7 столбиков. Теперь 2 воздушные петельки. И дальше у нас начинается опять наш раппорт. То есть мы провязываем 4 столбика с накидом. Так. Дальше соединяем наши 3 верхушечки. Так. Перед этим сделали одну воздушную петельку, соединили верхушечки, 1 воздушная петелька, 4 столбика, 2 воздушные петельки. Здесь у вас будет 4 столбика. Но здесь я вас встречу. Да? Давайте, здесь чуть-чуть, сами справитесь, я знаю. Так, закрыли наш лепесточек, да, 1 воздушную петельку, 4 столбика, 2 воздушные петельки. И здесь, смотрите, за первый столбик мы делаем 2 столбика, и последние 2 по отдельности связали, итого 4 у нас столбика. Все так же, как и в самом начале. Итак, идем дальше. Делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три, поворот. И теперь нам необходимо сделать 1 воздушную петельку узора. Есть. Итого получается 4 воздушные петельки. Смотрим дальше. Теперь вот будьте внимательны. У нас здесь остаются 3 столбика, верно? Получается, вот за этот первый столбик мы беремся за верхушку. И здесь провязываем 2 столбика. Раз. И сюда же второй столбик. Следующий столбик мы провязываем 1 столбик в столбик, без изменений. И последний столбик мы провязываем опять как 2 столбика. Раз столбик с накидом и 2 столбика с накидом. Понятно? То есть вот должно получиться вот так вот у вас. То есть расширяется треугольничек. Дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. И теперь вот эти 4 столбика, так, и вот эти 4 столбика мы провязываем прямо вот друг за дружкой. То есть, смотрите, первые 4 пошли. Раз, два, три, 4. Так. И пропускаем всю вот эту картину, которая у нас была с треугольником, и сразу перепрыгиваем на следующие 4 столбика. Раз, два, три, 4. То есть получается, здесь вы провязали 8 столбиков. Понятно? Сразу же 8 столбиков. Идем дальше. 2 воздушные петельки. Раз, два. И здесь мы должны с вами повторить точно так же, как мы провязывали в начале. То есть за первый столбик мы провязываем 2 столбика. Раз. И сюда же 2. Следующий столбик провязываем одним столбиком. То есть без изменений. И раз, два, три. Третий вот этот столбик мы провязываем точно так же, как 2 столбика с накидом. Раз, 2. Мы будем раздваивать наш листочек. Из одного будет 2. Дальше что делаем? 1 воздушную петельку. И в центральный вот этот вот столбик, получается в 4-й, мы провязываем столбик с накидом. 1. 1 воздушная петелька. И в следующий столбик, это получается 5-й, мы провязываем опять 2 столбика. Раз столбик. И сюда же 2 столбика. Следующий столбик 1. Так. И последний столбик опять провязываем как 2 столбика. Раз столбик, 2 столбика. Понятно? То есть
у нас получается шел лепесточек, а теперь у нас будет, получается, так вот раздваиваться. Ну, по схемке видите, да? Итак, дальше 2 воздушные петельки. Раз, два. И переходим опять на наш раппорт. То есть тут без изменений, да? То есть мы повторяем все то же самое, что провязали в самом начале. Итак, мы здесь с вами провязываем 8 столбиков, да? То есть ничего, никаких воздушных петелек. Сразу же 4 и переходим на следующие 4. 2 воздушные петельки, а здесь провязываем точно так же, как в самом начале. За первый столбик 2 столбика. За средний, получается, вот этот столбик мы провязываем с вами 1 столбик, да? За третий столбик 2 столбика. Там будет дальше воздушная петля и столбик. Но здесь я вас встречу. Угу. То есть все то же самое перевязываем и заканчиваем точно так же, как в самом начале. Начинали ряд. Давайте. Видите, какая красота уже, да? Давайте. Так. Красота, красота. 8 столбиков провязали, да, без воздушных петелек. 2 воздушные петли. А здесь за первый столбик, видите, вот 2 столбика. За второй столбик 1. За третий 2 столбика. Воздушная петелька. И в 3 петельки подъема сделали столбик с накидом. Огонь. Идем дальше. Опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И теперь мы сюда же, вот сюда же, в этот же столбик, да, вот в эту верхушечку провязываем еще один столбик с накидом. Просто повторяйте. Смотрите на схемку. Идем дальше. Здесь у нас будет одна воздушная петелька. И, смотрите внимательно. Здесь получается, вот у нас было 5 столбиков, да, с накидом. Мы так и провязываем. 5 столбиков с накидом. То есть здесь мы ничего прибавлять не будем. Раз, два, три, 4, 5. Так, секундочку. И секундочку, потерялась. Так, все тут пушистенькое. 5. Угу. Вот, должно получиться у вас. Дальше делаем 2 воздушные петельки. А вот здесь будет интересно. Смотрите, мы с вами должны будем сделать здесь небольшую косичку. И я как бы рекомендую вам сделать именно ее с 2 накидами, чтобы у нас не затянулось вязание. Угу. Итак, 2 накида. И смотрите, первые 4 столбика мы пропускаем, и со вторых 4 столбиков начинаем. То есть как бы 4 мы начинаем с 5, да? Вот, в 5. Нырнули, вытянули ниточку и провязали по 2 петельки. 2, 2, 2. 2 накида, нырнули в следующий столбик, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. 2, 2, 2. Это получается столбики с 2 накидами. 2 накида, следующий столбик, получается верхушку, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 2 накида, в следующий, получается, верхушку нырнули, провязали 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Так. А теперь наша с вами задача провязать все то же самое, вот именно с этими 4 столбиками. Итак, делаем опять 2 накида и возвращаемся вот именно к первому столбику. Хоп, вот так вот. Вытягиваем за верхушечку также ниточку, беремся поудобнее и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Дальше 2 накида, ныряем в следующий, во второй столбик за верхушечку аккуратненько, беремся как вам удобнее, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Так, 2 накида, третий столбик, к нему идем, вытягиваем точно так же ниточку и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 2 накида и 4 столбик. Вытягиваем ниточку и точно так же провязываем столбик с 2 накидами. Все. Вот такая вот красота. То есть они как бы между собой перекручиваются, да? Дальше вы поймете, как будет интересно. Идем дальше. 2 воздушные петельки делаем. И смотрите, переключаемся вот к этому центральному нашему такому цветку, или как сказать, да, лепестку. И вот эти вот первые 5 столбиков мы провязываем обычными столбиками. Раз, два, 3, 4, 5. Так. Далее делаем одну воздушную петельку. И вот в этот центральный столбик, который у нас был 1, так, мы в него провязываем 3 столбика. Раз, два, 3. Одна воздушная петелька и следующие 5 столбиков провязываем как обычные 5 столбиков. Раз,
2, 3, 4, 5. 2 воздушные петельки. И опять вяжем такую же самую косичку, которую мы с вами провязывали в самом начале. То есть двумя накидами. Вначале мы идем к 5 столбику, да, если считать из 8. Вот, к 5 столбику и провязываем все 4 столбика с двумя накидами. А потом возвращаемся к первым 4 столбикам. Понятно? Вот, если вы так вот посмотрите, так вот, видите, вот так раз и перекрестилась, да, такая вот косичка. Здесь у нас формируются лепесточки, так. Здесь точно такие же лепесточки, как в центре, только половинка, поняли, да? Вот. Красота, красота. Аккуратненько повторите так же, как мы сделали здесь, если что, перемотайте. И завершите ряд точно так же, как мы с вами начинали. То есть 5 столбиков мы должны провязать, как 5 столбиков, да? А здесь я вас встречаю. Давайте. Так, я надеюсь, у вас получилось, да? Вот такая вот косичка, как здесь. Перевернули точно так же и здесь. 2 воздушные петельки. И дальше провязали вот точно так же, как мы с вами провязали в самом начале ряда. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Воздушная петля. И вот в третью петельку подъема 2 столбика с накидом. Верно? Верно. То есть это вот получается половинка вот этого узорчика. Да? Вот такая вот половинка. Все, идем дальше. 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Во второй столбик, то есть первый вот мы провязали, да, 3 петельками, а во второй столбик за верхушку мы провязываем 2 столбика с накидом. 1 столбик с накидом и сюда же второй столбик с накидом. Есть. 2 воздушные петельки, а здесь внимательно. Вот эти вот наши 5 столбиков, которые мы провязали, мы теперь должны их убавить. Точно так же, как мы убавляли все лепесточки. Первые 2 столбика провязываем вместе, да, то есть 2 столбика с накидом провязаны не полностью, а потом 3 петельки вместе провязали, зафиксировали. Средний столбик провязываем одним столбиком, обычным столбиком с накидом, без изменений. И последние 2 столбика провязываем точно так же, объединив их, да, то есть 2 столбика вместе. Все, 3 петельки, провязали их вместе, зафиксировали. Понятно? То есть у нас здесь сформировался вот такой вот, как бы закрывается листочек. А далее у нас идут по узорчику наши 2 воздушные петельки. 1, 2. И теперь мы должны будем провязать с вами вот эти вот столбики, да, они же у нас не уменьшились никуда, то есть остались 4 столбика и 4. Мы должны по порядку провязать все 8, получается, столбиков. Итак, смотрим внимательно, аккуратненько, беремся за первую верхушку первого столбика и провязываем столбик с накидом. 1. Верхушка второго столбика, столбик с накидом. 2. Верхушка третьего столбика, столбик с накидом. Сейчас аккуратненько. 3. И столбик с накидом за четвертый столбик. Смотрим внимательно петельки, да? 4. Теперь перебираемся на те столбики, которые смотрят на нас. Вот эти вот, да? Провязываем их точно так же. Вначале беремся за первый столбик. Провязываем. Столбик с накидом 1. За второй столбик. Тут мы провязываем обычными столбиками. Поняли, да? Когда они перекрещивались, там были столбики с 2 накидами. А здесь с 1 накидом все остается по-прежнему. Все, и 8 столбик с накидом. Понятно? Вот, теперь уже точно видно, что у нас получилась такая косичка. Дальше. 2 воздушные петли. 1, 2. И здесь точно так же провязываем, как в самом начале. То есть первые вот эти вот столбики наши, первые 2 провязываем вместе. 1, 2. Вместе. Следующий столбик 1. И следующие 2 столбика опять вместе. 1, 2 и 3 вместе. Понятно? То есть опять же точно так же закрываем наши лепесточки. 2 воздушные петли. 1, 2. И вот эти вот 3 столбика мы должны превратить в 5. Каким образом? То есть крайние столбики. Первый провязываем. Здесь провязываем сюда же второй столбик. Да? Средний столбик центральный провязываем как 1 столбик. И следующий столбик провязываем точно так же, как 2 столбика. Итого у нас получается из 3 столбиков 5. Видно, да? 1, 3, 5. Все. И дальше то же самое. То есть вы опять делаете 2 воздушные петельки и закрываете наш лепесточек. Из 5, получается, делайте 3. 1, 2. Провязали вместе. Центральный провязали 1 столбик. И 2 крайних столбика точно так же провязали вместе. 1, 2 и все вместе. Видите? То есть вот как бы лепесточки наши. Угу. Вот они, наши лепесточки.
Все. Дальше то же самое. 2 воздушные петельки. Провязываем 8 столбиков с накидом, с одним накидом. 2 воздушные петельки. И здесь точно так же закрываете лепесточек. 2 столбика вместе. 1, 1, 2 столбика вместе. Здесь я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, красота. Провязали 8 столбиков, 2 воздушные петельки. И здесь, получается, мы с вами закрываем лепесточек, да? 2 столбика вместе, 1, 1, 2 столбика вместе. Итак, 2 воздушные петельки и заканчиваем точно так же, как начинали. Получается, в первый столбик, вот в этот вот, мы провяжем 2 столбика с накидом. Раз, столбик с накидом, 2 столбик с накидом. И в последний столбик мы провязываем обычный столбик с накидом. Все. Ну, как бы в последние 3 петельки подъема, да? Все, у нас 3 столбика. Отлично. 3 петельки подъема, поворот. И здесь мы опять должны будем увеличить наш листочек. Итак, первый столбик провязали как один столбик, второй столбик провязали как один столбик, а вот третий столбик провязываем опять же здесь 2 столбика. Итого у нас здесь уже получилось, секундочку, получилось 4 столбика. Есть. Далее, смотрите, здесь мы должны закончить нашу веточку. Делаем 2 воздушные петельки и провязываем. Вот у нас было 5 столбиков, но 3 верхушки, да? Мы эти 3 верхушки провязываем вместе. Раз, 2, 3. Все вместе провязали, зафиксировали. Понятно? И переходим к нашим следующим столбикам. Раз, 2, 2 воздушные петельки. Теперь наша с вами задача провязать точно такую же косичку. Понятно? То есть мы с вами должны будем точно так же опять 2 накида. Так, 2 накида. И считаем. Раз, 2, 3, 4. К 5 столбику подошли. Взяли 5 столбик и провязываем. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. 2 накида. Следующий столбик. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Следующий столбик точно так же. И последний 4 столбик. Провязали. А теперь точно так же, как мы делали в предыдущем ряду. 2 накида и возвращаемся аккуратно, не торопимся. Возвращаемся к первому столбику. И точно так же провязываем, как мы с вами вязали. Берем аккуратно, ну, удобно для себя, да. Поворачиваем, крутим и как угодно. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Второй столбик. Аккуратно так вот тоже взялись. Вот как спицами провязывайте, точно так же, да, крутите, вертите, как вам было, чтобы было удобно. Провязали. Дальше третий столбик. Точно так же провязываем. Раз, 2, 3. И за 4 столбик беремся. И точно так же провязываем. 2, 2, 2. Все. У нас получился еще один поворот нашей косички, да? Но она будет видна в следующем ряду. Угу. Итак, дальше 2 воздушные петли. Раз, 2. И здесь у нас получается, мы договаривались, что листочек закрываем. То есть мы из 3 верхушек делаем, получается, одно. То есть мы все 3 наших вот этих столбика провязываем вместе. И 4 петельки. Раз, зафиксировали. Понятно? Дальше 2 воздушные петли. А вот здесь вот у нас с вами получается 5 столбиков. Должно получиться 7. То есть крайние мы провязываем точно так же по 2 столбика. Раз столбик, 2 столбик. Далее 3 столбика обычными столбиками. Раз, 2, 3. И последний столбик точно так же опять провязываем 2 столбика. Раз, 2. Все. Дальше повторение. То есть 2 воздушные петельки. И опять вы закрываете листочек. Так, вот наш листочек закрываете. Провязываете 3 вместе. 2 воздушные петельки. Опять делаете косичку. Не забудьте, что делаете с 2 накидами столбики. Так, 2 воздушные петельки. Опять закрываете листочек. То есть вот здесь у вас будет 3 столбика вместе провязаны. 2 воздушные петельки. И здесь за первый столбик провязываете 2 столбика. И последующие 2 столбика по одному. Будет итого 4. То есть заканчивать так же, как и начинали. Угу. Давайте аккуратненько, самостоятельно. Я знаю, что вы большие молодцы, у вас получится. Так, я уверена, что у вас получилось, да? Самостоятельно провязали. Не забыли сделать по 2 накида, да, здесь в этой косичке. 2 воздушные петельки, закончили лепесточек, то есть 3 столбика вместе провязали, 2 воздушные петельки. И здесь
в крайний, получается, самый первый столбик провязали 2 столбика, а здесь по одному, итого 4. Все, идем дальше. 3 воздушные петельки, поворот. И здесь смотрите внимательно. Здесь надо опять сделать точно такой же, как бы разойтись, точно такой же лепесточек, да, будем формировать. Итак, 1 воздушная петелька, итого получается 4. Так, теперь смотрите, вот у вас здесь осталось 3 столбика. Получается, первый столбик мы провязываем как 2 столбика, раз, и сюда же 2. Средний столбик мы провязываем 1 столбик с накидом. И последний столбик мы провязываем опять 2 столбика с накидом. Понятно? Формируем новый листочек. Раз, 2. Идем дальше. Теперь мы делаем с вами 2 воздушные петельки. Раз, 2. И так как мы здесь лепесточек закончили, да, вот наш этот лепесточек, то мы, получается, все пропускаем и сразу же переходим к нашим 8 столбикам. Аккуратно провязываем. 8 наших столбиков, которые были с 2 накидами, мы провязываем их с 1 накидом. Раз, 2. Дальше идет 3. Внимательно, аккуратненько смотрите. 3. Следующий 4. И переключаемся вот на эти первые 4 столбика. Да? Получается 5, 6, 7 и, секундочку, и 8. Вот, все аккуратненько. Угу. Видите, какие косички классные получаются. Итак, дальше идем. Опять 2 воздушные петельки. Раз, 2. И так как, смотрите, получается, мы с вами здесь закончили нашу веточку, то мы, естественно, ее всю пропускаем, переключаемся вот к этому центральному нашему лепесточку. И точно так же будем сейчас раздваивать, да, на еще листочки. То есть, смотрите, первый столбик мы провязываем как 2 столбика. Второй столбик мы провязываем как 1 столбик. Третий столбик мы провязываем как 2 столбика. Раз, 2. Угу. Дальше. Воздушная петля. В 4-й центральный столбик мы провязываем 1 столбик с накидом. Знакомая картина, да? Мы уже так с вами делали. Поняли? Дальше. 1 воздушная петля. И точно так же 3 столбика осталось. В первый столбик провязываем 2 столбика с накидом. Во второй столбик провязываем 1 столбик с накидом. И в третий столбик провязываем опять 2 столбика с накидом. То есть вот у нас раздвоился листочек. Да, будет еще 2 листочка у нас. Идем дальше. 2 воздушные петельки. И перепрыгиваем весь этот треугольничек сразу же к нашим 8 столбикам. И аккуратно потихонечку провязываем 8 столбиков, которые были с 2 накидами. Мы их провязываем 8 столбиков с 1 накидом. Угу. Все. Как только провяжете 8 столбиков, так, 2 воздушные петельки, перепрыгиваем треугольник. И здесь заканчиваем точно так же, как начинали. То есть наши вот эти вот 3 столбика провязываем. В первый столбик 2 столбика. Во второй столбик провязываем 1 столбик. И в третий 2 столбика, да? Вот. Здесь я вас встречаю и показываю, как мы заканчиваем. Заканчиваем точно так же, как начинаем. Угу. Давайте. Красиво косички делайте. Так. Я уверена, что у вас получилось. Вот такие вот объемчики, да, выросли. Итак, 2 воздушные петельки, да. Тут мы, получается, из 3 петелек сделали, из 3 столбиков 5. Дальше у нас идет 1 воздушная петелька. И смотрим в 3-ю петельку подъема. Мы аккуратненько вводим крючок и провязываем столбик с накидом. Красота? Красота. Точно так же, как и в начале. Итак, дальше 3 петельки подъема. Раз, 2, 3. Поворот. И сюда же, в этот же столбик, мы должны провязать еще 1 столбик с накидом. То есть мы уже так делали. Мы уже знаем, как у нас веточки здесь формируются. Верно? Так, здесь у нас 2 столбика. Дальше провязываем 1 воздушную петельку. И следующие вот эти наши 5 столбиков мы провязываем просто как 5 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5. Так. Дальше. Опять делаем 2 воздушные петельки. И еще раз нам получается. 3-й раз необходимо сделать вот такую классную косичку. Для того, чтобы был эффект классный.
Итак, 2 накида. Пропускаем первые 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 5-й столбик провязываем нашу косичку. Ну, начинаем, да, с нашей столбики. 1, 2 накида. Следующий столбик. 2, 3. Так. И 4. Если будете делать с одним накидом, вязание будет немножко затянуто, зажулькано. Угу. Дальше. Опять 2 накида и возвращаемся к нашему первому столбику. То есть здесь несложно, здесь повторяем все точно так же, как мы с вами вязали. Просто для эффекта 3 косички будет класс. Так, 1 столбик с 2 накидами. Переключаемся. 2 столбик с 2 накидами. Берем аккуратненько, смотрим, чтобы вам было удобнее. 3 столбик с 2 накидами. И 4 столбик с 2 накидами. Тут, конечно, нужно именно свое вязание, свой крючок обязательно попробовать. Тогда вы увидите, где столбик, где верхушка. Понятно? Все, идем дальше. 2 воздушные петельки. Так. И теперь мы с вами провязываем вот эти вот наши 5 столбиков. Мы их провязываем, как обычные 5 столбиков. Ничего здесь сложного. 1, 2, 3, 4, 5. То есть это наш лепесточек такой, да, листочек-лепесточек. Дальше получается 1 воздушная петелька. И в центральный наш столбик мы провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. 1 воздушная петелька и опять 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 2 воздушные петли и опять провязывайте косичку. Угу. Уже здесь самостоятельно провяжите косичку, 2 воздушные петельки, 5 столбиков. Здесь я вас встречаю. Договорились? То есть будем заканчивать точно так же, как и мы начинали наш ряд. Давайте. Ну, гляньте, какая красота объемная получается. Шикарно. Давайте. Так, получилась объемная косичка. 2 воздушные петельки, 5 столбиков с накидом, 1 воздушная петля. Здесь пропускаем 1 воздушную петельку и в 3 петельки подъема провязываем 2 столбика с накидом. Да? А теперь вот смотрите. Делаем 3 воздушные петельки, поворот. Так. И если сейчас внимательно присмотреться, да, ну, как бы посмотреть на схемку, то смотрите, сейчас вы будете провязывать вот этот вот второй ряд. Понятно? Он у вас, конечно, немножко сместится, но сам факт по схеме, то есть мы полностью провязали весь вот этот вот вертикальный раппорт. Дальше у вас все будет продолжаться точно так же, только вот получается там, где косичка, вот эта косичка, вы видите, 8 у вас столбиков. Вы будете провязывать вот эти вот 8 столбиков. То есть вы провяжете 4 столбика, воздушная петля и 4 столбика. Понятно? Вы поняли, да? В чем смысл? То есть получается, сейчас у вас здесь будет формироваться вот так вот, расходиться вот так вот, да, и будет формироваться вот такой вот здесь в центре листочек. Понятно? То есть вот здесь будет расходиться и формироваться вот этот вот центральный листочек. Поняли? Вот. А здесь получается у вас вот эти вот ваши веточки. Вот. 5 столбиков по центру. Получается, здесь закрывается листочек. Так? Но получается, как у нас тут половинка нашего узорчика, то здесь, естественно, будет не 5 столбиков, а будет всего лишь 3. Поняли, да? То есть, смотрите, 3 петельки подъема мы набрали. Во второй столбик мы провязываем 2 столбика. Все, то есть, как бы вы уже принцип узорчика своего знаете. Только он сейчас будет у вас расти дальше в длину, но при этом он, получается, у вас просто немножко сместится. Угу. Итак, делаем 2 воздушные петельки и закрываем вот эти наши 5 столбиков. То есть первые 2 столбика провязываем вместе. 1, 2, вместе. Дальше следующий столбик провязываем 1 столбик. И последние 2 столбика точно так же провязываем вместе. Понятно? Есть 2 воздушные петли. И вот эти наши столбики провязываем как обычные столбики. То есть 8 столбиков с 2 накидами мы будем провязывать как
8 столбиков с одним накидом, но в начале 4 первых столбика. 1, 2, 3, 4. И вот здесь вот воздушная петля. И следующие опять столбики. 1, 2, 3 и 4. Понятно? 2 воздушные петельки. Так. Вот наши 5 столбиков опять идут от веточки. Мы их провязываем вместе. 1, 2, вместе. Центральный 1. 1, 2. Опять вместе. Понимаете, да? 2 воздушные петельки. 1, 2. И здесь получается из 3 столбиков мы делаем 5 столбиков. Угу. То есть первый столбик мы провязываем 2 столбика. Средний столбик 1. И последний столбик точно так же 2 столбика. Все, сделали из 3, сделали 5. Так? Если вы внимательно посмотрите, вот, точно так же у нас идет второй ряд. Видите? Вот, здесь мы закрыли лепесточек, здесь 5 сделали. Здесь опять закроем лепесточек. Здесь у нас получается будут 4 столбика. Видите? 4 столбика. Воздушная петелька, 4 столбика. Все, со второго ряда вы продолжаете вязать все то же самое. Понятно? Точно так же вы делаете косички. Так? Только у вас, получается, здесь будет косички немножечко по-другому. Вы, получается, их будете провязывать по бокам, да, и по центру. То есть схемка будет перед вами. Обязательно смотрите. То есть вы уже знаете такие узорчики, которые просто в следующих рядах немножечко смещаются. Да? А так, получается, мы с вами провязали полностью весь раппорт, который идет вертикально. Дальше будет только повторение, повторение, повторение. Сейчас рядочек закончу и переподключусь. Итак, смотрите, довязала я рядочек до конца. Так, еще раз вам хочу уточнить, что вот этот вот ряд, который я провязала сразу же после косички, это и есть повторение второго ряда. Видите? 4 столбика, воздушная петелька, 4 столбика. Вот ориентир. Заканчиваются наши веточки, вот эти листочки. Да? Дальше будет уже 3 столбика, провязанные вместе. А здесь, получается, будет уже 4 столбика, воздушная петелька, столбик, воздушная петелька. Поняли, да? Суть в чем? Что вот, получается, от второго ряда до вот этой косички, так, которую мы провязывали крест-накрест, это вертикальный раппорт. Дальше будет повторение. Но небольшое изменение в том плане, что будет просто немножко сдвиг. Да? То есть теперь, получается, у вас будет косичка не по бокам, а косичка будет в центре и вот по краешку. По краешку это будет не косичка полноценная, это будут только обычные столбики. Смотрите на схему внимательно. Поэтому вы можете провязать их обычными столбиками с накидом. А здесь будет полноценная косичка, вы будете провязывать ее точно так же. Понятно? То есть опять провязали полностью раппорт, да, до последней косички. И опять начинаете со второго ряда. Единственное, что тут, получается, мы с вами набирали 2 раппорта. Вы можете вязать, брать 3 раппорта, 4 раппорта, 5, 6. То есть, смотря какой ширины будет у вас палантин. И в длину вы можете вязать только же, сколько вы захотите. Вот вы связали свой образец, да? Обязательно замерите в сантиметрах. Узнайте, сколько на вашу площадь пошло непосредственно вашей пряжи. То есть, как вы это будете рассчитывать. То есть вы посчитайте, взвесьте, да, пересчитайте метраж, что у вас за ниточки, толще ли, тоньше ли, я же вот как бы не знаю, да. То есть вы спрашиваете, сколько моточков пойдет на палантин, а какой у вас будет палантин, а какая ширина, а какая длина, а какая у вас плотность вязания, а какая у вас пряжа, а сколько у вас в 100 граммах метров. Вопросов очень много, да, поэтому сами самостоятельно займитесь этим вопросом и посчитайте. Если у вас будет палантин 1,80 м, а может быть он у вас будет 2 метра, да, в длину. То есть это тоже разное непосредственно количество пряжи. Угу. Итак, давайте посчитаем приблизительно, сколько у меня, например, вышло ширину, да, если у нас 2 раппорта, это же плотность вязания, эти же ниточки, этот же крючок. Ну, вот около 23 сантиметра, да, где-то так. Отлично, все. Теперь вы знаете полностью, как вязать узор. В качестве помощи у вас есть схема. Я жду, естественно, ваши комментарии. Я жду ваши непосредственно уже готовые палантинчики в Инстаграме обязательно. Я буду вас выставлять и, естественно, отмечать вас. Я надеюсь, видео вам понравилось. Я думала вначале, что это будет очень легкий узорчик, но потом посмотрела, что, возможно, новичкам будет тяжело пока справиться с косичками. Но я надеюсь, что у вас все получится. Не торопитесь, самое главное, у вас получится. Итак,
Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Так, впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик, так вы узнаете, когда выйдет новое видео на канале. А также не забывайте делиться со своими друзьями, подружками в соцсетях. Под видео есть стрелочка «Поделиться». Делитесь. Заранее спасибо вам большое. И спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем вам ровных петелек. До новых видео. Всем пока-пока.